Здравствуйте, меня зовут Давид Лялин, и я хочу рассказать вам немного о своей новой книге «Рассказы дедушки, который сам когда-то был внуком». Это двуязычный сборник семейных рассказов, написанных на русском и переведенных мной же на английский язык. Книга выходит в швейцарском издательстве Сендермоен Паблишинг. Дело в том, что я никогда не писал художественную прозу, зато много писал по работе. Научные статьи, доклады, обзоры, объяснительные записки, меморандумы и прочее, и прочее. Но вот к рассказам пришел совсем недавно. И по вполне понятной и даже уважительной причине. Большинство историй в этом сборнике были написаны во время пандемии. Тогда, как и у многих, у меня не было возможности видеть своих близких, свою дочь и внуков, которые живут на другом краю американского континента. В это непростое, зыбкое время мне захотелось с ними поговорить, рассказать им о нашей семье, поделиться историями, забавными и горькими, трогательными и нелепыми, историями о стойкости, о случайностях, которые меняют судьбы, и о любви, которая держит человека на плаву. Но, к сожалению, мои внуки не говорят по-русски. И чтобы они когда-нибудь могли прочитать эти истории, я начал их переводить. А вот это оказалось гораздо труднее, чем я даже ожидал. И переводить прозу на неродной язык, даже если ты им вполне прилично владеешь, это ведь не просто передать смысл. Это восстановить интонацию, сохранить юмор, игру слов, культурные детали. Мне хотелось, чтобы мои внуки прочитали именно мой перевод, со всеми его недостатками, но с моими личными решениями и пояснениями. Вот так книга стала двуязычной. И, судя по первым откликам, интерес к этим рассказам выходит за пределы семьи. Книга может быть полезна тем, кто учит язык, русский или английский, детям, родителям, преподавателям. Я добавил множество примечаний, чтобы пояснить реалии ушедшего времени, имена, выражения, упоминания фильмов и книг. Все это помогает не просто читать, а понимать то время, ту культуру, унесенную ветром культуру. Если эта книга откликнется вам, мой уважаемый читатель, я буду весьма рад. Спасибо за ваш интерес, внимание и всего вам доброго.